Друзья, Нижний Новгород. Сегодня находимся на монтаже финской фрезы Mary Crusher на мини-погрузчик Sunward 4528. У машины поток 150 литров в минуту. Два мотора, high-flow. Наша фреза с рабочей шириной 1,80 м, модель MC4. Можно увидеть 1,80 м. Заглубление у машины 20 сантиметров ниже уровня земли. Молотки пули. Ротор 400 миллиметров. Эффективно работает с корнями, с пнями, с грунтом. И, как вы видите, пробовали фрезеровать лед. У некоторых клиентов стоит задача срезать лед. Хороший качественный погрузчик. Стоимость на сегодняшний день, сказал нам заказчик, 6 миллионов 600 тысяч рублей. Очень удобное, комфортное управление. Стоит внутри кабины. Не курить, no smoking. Два джойстика. Данный клиент будет работать в городской черте. Задача планировка земли после раскопки под коммуникация. Также сейчас продемонстрировали, будет убирать лед у себя на территории, потому что много транспорта находится. Вот, и есть заказы по удалению пней уже на сезон. Все эти задачи можно закрывать одной машиной. На роторе у финской фрезы может быть два типа молотков. Данные молотки эффективно работают с грунтом. Если есть задача работать с большими пнями, то мы рекомендуем еще попробовать усиленные молотки. Финны их называют орлиный клюв. Так как скорость вращения ротора у данной фрезы невысокая, порядка 400 оборотов в минуту, можно использовать смешанный тип молотков, ставить их через один или в центральной части под пни установить дорогие фиксированные молотки орлиный клюв. То есть любая комбинация, и посмотреть эффективность уже в работе в течение сезона, принять для себя решение, на каких молотках дальше работать. Была сделана плита Bob Touch для установки. У нас в задней части резиновый скребок. Здесь у нас гидромотор. Максимальное давление 240 бар. Максимальный поток 160 литров в минуту. Ну, здесь как раз подобрано все идеально, потому что машина выдает 150 литров, что абсолютно достаточно для работы в любых условиях. Хоть вы работаете с землей, хоть вы работаете с пнями, с поверхностной растительностью. Любые задачи данная машина может выполнять. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы находимся у наших клиентов в Нижнем Новгороде на запуске гидравлической фрезы MC4 180. Данная фреза у нас смонтирована и сагрегатирована на погрузчике Sunward 4528. Клиент данную фрезу приобрел для планировочных работ и для работ после землеройных, то есть для выравнивания грунта, переработки пней и прочего после землеройных работ. Сейчас, поскольку у нас не сезон работы и зима, мы проводим тест на льду. У нас фреза на обычных молотках, так называемые пули. И вот так это... И вот так это работает. Nice. Рабочее оборудование шириной 1,80 м. Практически перекрывает ширину работы гусениц. То есть там буквально нам с одной стороны вообще ровно, с другой не хватает 5-7 сантиметров. Будем ожидать данную модель в работе весной. Лед для вашего напитка готов. Погрузчик
на широких гусеницах. Приятно, что все новенькое. Управление. Здесь у нас индикация, наработка в моточасах, какой объем топлива. Далее у нас получается индикационные кнопки, наверное, как кнопочки, да, как индикация. Здесь органы управления. Здесь органы управления, система кондиционирования. Можем переключать заяц, черепаха. Ну и пульты, джойстики. В кабине все так достаточно компактно. Здесь у нас педали, я так понимаю, это останавливать одну из гусениц для поворота. Система крепления у нас здесь Bobtech, то есть получается, что это быстросменный. Также это все работает через муфты БРС. То есть мы муфты отсоединяем, спокойно БРСом отсоединяем само оборудование, подцепляем ковш и работаем. Связка отличная. Ну все, друзья, вот такой вот мини-обзор у нас получился. За покупкой, за приобретением техники и за консультациями звоните или вы пишите по номерам телефона, которые указаны в описании. Постараемся, кстати, небольшая ремарочка на то, что по договоренности с клиентом постараемся показать данную связку в работе уже весной. По работе с грунтом, с пнями и с древесной массой. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем огромной удачи и крепкого здоровья. Пока-пока.